Всем привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим модель японского армейского грузовика в масштабе 1 к 35 от фирмы Fine Molds. Ну а приобретение этой модели стало возможным благодаря Юрию Терехову. Юрий, спасибо огромное за донаты на стриме. Кстати говоря, у фирмы Fine Molds есть два варианта этого грузовика. Вот с таким вот мягким верхом и жестким. Так что если вас заинтересует эта модель, имейте в виду, что есть и немного другой вариант. Грузовик Type 94 или Ту-10 был выпущен компанией Isuzu в 1934 году и стал первенцем этой марки. Также он стал первым массовым грузовиком, выпускаемым в Японии. На его основе было разработано около 40 модификаций, среди которых топливозаправщики, прожекторные установки, автобусы, тягачи и многое другое. Конечно же, эта машина стала и основным транспортом в период Второй мировой войны. К особенностям конструкции можно отнести оригинальную заднюю тележку с двумя парами односкатных колес, а сделано это было ради унификации. Фирма Fine Molds, как вы, наверное, заметили, японская, поэтому на коробке и в инструкции, как вы дальше увидите, очень мало информации на английском языке. Практически все покрыто иероглифами. На лицевой стороне нас встречает яркий интересный бокс-арт. Здесь на первом плане наш грузовик, который, судя по всему, является частью колонны. Вот далее по мосту движется танк, ну а на заднем плане можно увидеть автобус и ряд идущих людей. Рассмотрим коробочку дальше. На одном из торцов информация о нашей будущей модели. Здесь можно отметить, что набор состоит из 133 деталей, ну а в длину модель будет 15,5 см. Далее интересный момент, посмотрите. Здесь указано, что для этого набора существуют фототравленные детали, но в эту коробку они не включены и приобретаются отдельно. Интересно, для чего тогда здесь зарезервировали такое место? Никогда не встречал такое оформление коробки. Если у вас есть мысли по этому поводу, обязательно напишите в комментарии. Далее, судя по всему, цвета, которые предлагаются для этой модели, но к ним мы еще вернемся на этапе рассмотрения инструкции. Далее, на противоположном торце информация о прототипе и фотография собранной модели. Больше на коробке смотреть не на что, давайте заглянем внутрь. Литники в коробке располагаются в двух пакетах. Далее здесь находится буклет и, собственно, инструкция. Давайте рассмотрим все по порядку. В буклете представлена другая продукция фирмы Fine Molds. Давайте быстренько по нему пробежимся. Здесь вот хочу отметить, что у фирмы существуют модели, отсылающие к аниме. Вот, например, самолеты из Порко Россо. Кстати, отличное аниме, рекомендую. Далее есть модели из Звездных войн. Вот еще какое-то интересное транспортное средство. Далее самолеты, корабли. Есть бронетехника, видимо, какой-то автомаркет. По сути, здесь целый каталог, но разобраться в нем не представляется возможным, поскольку все здесь на японском. На обороте также отдельно выделены две модели танка и две модели внедорожника. Кстати, внедорожник — это по ходу одна модель в двух модификациях, с мягким верхом и с пулеметом. И к нему также существует набор фототравления. И вот еще интересное здание в масштабе 1 к 500. Продукция фирмы, одним словом, довольно разнообразная. Но давайте все же вернемся к нашей модели и начнем обзор с инструкции. Инструкция нас встречает обширной исторической справкой. И судя по тому, что здесь мелькает даже 1914 год, я предположу, что здесь не только история грузовика, но и история марки до того, как она стала носить название Isuzu. И да, эта японская компания несколько старше,
Ранее она также занималась выпуском автомобилей, но в гораздо меньших количествах и по большей части по лицензии. Рассмотрим инструкцию дальше. Завершается история. Далее технические характеристики грузовика, судя по всему. И здесь можно отметить, что грузоподъемность машины составляет 3,5 тонны. И ниже располагается довольно любопытная схема. Правда, расшифровать ее не представляется возможным. Предположу, что это модификация нашего грузовика или вообще схематичное изображение истории марки Isuzu. На следующей странице раскладка литников, распечатано все четко и понятно. Деталей действительно совсем немного, так что модель соберется очень быстро. Далее предупреждения, условные обозначения, в принципе стандартная легенда любой инструкции. И далее начинается сборка. Полноценный двигатель у этой модели отсутствует. Дана только вот такая вот нижняя часть и выхлопная труба. По этой же причине на первом этапе собраны уже боковинки капота, установлен радиатор и передняя часть машины фактически в сборе. Далее собирается передняя подвеска, задняя тележка, детализируется рама, тележка устанавливается на раму, собирается салон модели, устанавливаются боковинки, приборная панель, капот, собирается ветровое стекло и тент. Завершающие этапы сборки кабины: устанавливается тент, устанавливаются мелкие детали, такие как дворники, фары, эмблема, ручки и так далее. Кстати, вот на 13-м этапе устанавливаются вот такие вот кронштейны на кабину, и они предназначены для фиксации дуг тента. Но эти самые дуги ни в каком виде в наборе не даны. И также в инструкции я не нашел шаблона для изгибания этих дуг самостоятельно из проволоки. Думаю, было бы не лишним его добавить. Следующие этапы: сборка кузова. Собирается нижняя часть кузова, здесь устанавливается шансовый инструмент, а также некоторые ящики. Устанавливаются крылья, собираются борта кузова. Далее кузов устанавливается на раму и на модель ставятся колеса. На этом сборка и завершается. На последней странице располагается схема окраски. И если вы подумали, что фирма предлагает только один вариант, то спешу вас разубедить. Здесь целых 3 варианта окраски. Вот посмотрите. Это первый вариант, 1942 год, с вот таким вот флажком. Далее 1939 год с номером 210 и 1937 год Китай с номером с цифрой 810. Вот в такой вот тесноте уместились несколько вариантов окраски и размещения декалей. Действительно, с первого взгляда так и не разберешь, что здесь к чему. Ниже таблица с необходимыми цветами. Здесь вот я узнаю Тamiya по их специфическим индексам. Рядом вот буква H и цифра, возможно, это Хамбрал. И также здесь даны названия цвета на английском и немецком языке. Кстати говоря, в какой цвет красить детали указано также по ходу инструкции. Например, вот таким вот образом. Ну что ж, несмотря на такую тесную и сумбурную, на первый взгляд, схему окраски, в целом инструкция четкая и понятная. Думаю, проблем при сборке не возникнет. Давайте теперь перейдем к пластику. Здесь, как я уже и показывал, 2 пакета с деталями. В одном из них также находятся прозрачные детали и декаль. Сейчас я все распакую, и мы продолжим. Итак, первый парный литник — это колеса, детали задней тележки и еще некоторые мелочи. Пролито все просто замечательно. На этом литнике и на других деталях, на других литниках я не обнаружил никаких дефектов, ни облоя, ни каких-либо других проблем. На рессорах хорошо виден рельеф, пролиты листы.
А вот рисунка протектора здесь нет. Есть какая-то попытка имитации рельефа, но похоже это совсем не то. И еще не очень понравилось, как реализована сборка колес. То есть, видите, вот этот диск будет установлен с обратной стороны колеса, и стык пройдет прямо по покрышке. Посмотрим, конечно, насколько плотно сходятся эти детали, но само решение спорное. Сами же колеса пролиты очень хорошо. Замечательно просматриваются гаечки и прекрасно пролиты отверстия. Следующий литник с деталями кабины. Нижняя часть двигателя, приборная панель. Двигатель, кстати, такой массивный, было бы интересно увидеть его целиком, но, к сожалению, в этой модели он отсутствует. Далее одной деталью отлиты оба крыла, подножки. Достаточно массивная деталь, но отлита без каких-либо проблем. Далее боковинки капота, решетка радиатора. Решетка прекрасно пролита, имеет глубокий рельеф, так что смотреться после покраски будет просто отлично. На боковинках отлиты замочки и также имитация ручки. Но ручку лучше заменить, наверное, на проволоку. Здесь же находится глушитель с таким вот массивным креплением. Мне кажется, это не очень реалистично, но посмотрим, как оно будет в сборе. Отверстие на выхлопной трубе отсутствует, нужно будет рассверлить. Далее пол кабины имеет некоторый рельеф. Еще несколько рессор отлито аналогично предыдущим. Далее передний мост, руль, органы управления. Вот он, бампер. Кстати, в бампере отсутствует отверстие под кривой стартер. Здесь нужно будет его просверлить. Карданный вал отлит одной такой сложной деталью. И еще ряд мелочевки. Кстати, вот на обратной стороне крыльев, а также на обратной стороне пола кабины присутствуют следы от толкателей. Я думаю, стоит их обработать. И еще здесь же находятся фары. Они отлиты единой деталью вместе со своим креплением. Очень интересное решение, такая вот хрупкая ажурная деталь отлита единым целым. Прямо на фарах также отлиты козырьки для светомаскировки. Вообще модель оставляет довольно интересное впечатление. Практически все детали здесь довольно крупные и массивные, а также имеют очень выраженные посадочные места. Вот посмотрите, например, посадочные места на крыльях. Так что модель по ходу довольно простая, и ее можно рекомендовать детям и новичкам. Следующий небольшой литник. Здесь у нас рама и карданный вал. Деталь довольно простая, я бы даже сказал упрощенная. Скорее всего, такая рама имеет П-образное сечение, но здесь это не передается. Она отлита простым брусом. Также довольно упрощенно отлиты все перемычки. В передней части рамы отлиты два крюка. Никакого облоя, никаких дефектов. Присутствует только небольшой стык от половинок пресс-форм на самой раме. Так что это тоже нужно будет зачистить. Главное, что сама деталь ровная, без каких-либо перекосов. Следующий литник полностью посвящен деталям кузова. Здесь также ряд массивных элементов, которые все же в сборе должны дать довольно ажурную конструкцию. На деревянном настиле кузова отсутствует какая бы то ни была фактура дерева. Но зато здесь есть другая очень интересная деталь. Смотрите. Надеюсь, получится увидеть. На кузове отлиты маленькие крючочки. Очень здорово смотрится, очень тонко и аккуратно это все пролито. Борта кузова, как мне кажется, у прототипа сделаны из металла. Здесь вот пролиты все заклепки, пролиты ребра жесткости. Ну, в целом борта сделаны очень здорово.
Также на этом литнике детали подрамника, ящики под инструменты. На ящиках также ручки сымитированы вот таким вот упрощенным способом, и я думаю, тоже заменю их на проволоку. Есть несколько тонких деталей, скорее всего все они крепятся с нижней части кузова. И последний литник – это детали кабины. Это именно те детали, которые предназначены для модификации грузовика с мягким верхом. Здесь японцы очень грамотно подошли к разработке модели, и на литниках нет ни единой лишней детали, нет каких-то смежных элементов. То есть все детали, которые относятся к модификации, собраны вот на этом литнике. Давайте посмотрим, что собой представляют эти детали. Здесь у нас детали мягкого верха, присутствует легкая имитация складок. Далее двери, запасное колесо, исполнено аналогично остальным колесам. Также присутствует обод, который вставляется с обратной стороны. Далее боковые части кабины. И вот что интересно, двери, которые я только что показал, устанавливаются сюда как накладки. То есть, по сути, полноценных дверей, которые можно сделать открытыми, здесь нет. Для чего это сделано, честно говоря, сказать сложно. Возможно, для лучшей имитации расшивки. Далее ручки, мелочевка всевозможная. Еще детали мягкого верха, крепление запасного колеса и рамка ветрового стекла. Вместе с этой рамкой также отлиты указатели поворотов семафорного типа. Очень интересное решение отлить эти элементы одним целым. В который раз вот замечаю такую вот интересную логику этой модели. На предыдущем литнике были отлиты обе фары целиком вместе с креплением. Здесь указатели поворотов вместе с рамкой лобового стекла. То есть по мере возможности модель упрощается, и всевозможная мелочевка отливается прямо на других деталях. Конечно, от этого с одной стороны страдает детализация, но с другой стороны модель упрощается. И последние элементы набора – это прозрачные детали и декаль. Прозрачные детали хорошо отлиты, лобовое стекло практически не искажает картинку, но вот задние и боковые уже представляют собой такое себе кривое зеркало. Но, в принципе, они маленькие, я думаю, сильно вид не испортят. А главное, что лобовое чистое, прозрачное и без искажений. Кстати говоря, боковые стеклышки устанавливаются аж на тент, и, скорее всего, в реальности они представляют собой какую-то прозрачную пленку. Так что наверняка и в реальности они давали некоторые искажения. Кстати, вместе со стеклами отлита небольшая рамка, так что здесь придется наносить маски. На стекляшках фар присутствует рифление. Это, конечно, радует и добавит реалистичности модели. Про декаль пока много сказать не могу. Будем пробовать ее применять, уже посмотрим, насколько она качественная. Пока только могу заметить, что распечатано все очень четко. Мелкие шкалы приборов пропечатаны просто отлично. Также все остальные элементы не имеют никаких смещений и каких-либо других погрешностей. Итак, друзья, на этом обзор модели японского армейского грузовика от Fine Molds я заканчиваю. Модель оставила после себя довольно приятное впечатление. Несмотря на то, что некоторые детали намеренно упрощены, все же я уверен, после сборки модель будет выглядеть реалистично и достоверно. И также сама сборка, я думаю, не вызовет каких-либо проблем. Я вижу, что детали имеют достаточно четкие выраженные посадочные отверстия, и, следовательно, модель должна собираться практически как конструктор. Как про такие говорят, модель выходного дня. Просто чтобы отдохнуть между сложными запилами. Ну а так это или нет, мы узнаем уже совсем скоро. На этой ноте обзор я буду заканчивать. Ставьте лайки, если он был вам интересен,
И обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить сборку этого грузовика. Я благодарю вас за внимание, всем пока и до новых встреч!